Фермер Джон, владелец фермы в Аризоне, всегда мечтал о процветающем бизнесе. Его ферма, когда-то процветавшая, теперь находилась на грани разорения. Растущие цены на продукты питания, усиление конкуренции и снижение спроса на его традиционные коричневые и белые яйца сказывались на его доходах. Была и еще одна проблема. Ферма становилась все более уязвимой перед возможными природными катаклизмами, а его долги начали расти, словно снежный ком. Он начал переживать, что не сможет сохранить семейное наследие. Однажды, во время обычной прогулки по ферме, он заметил нечто странное. Среди высокой травы он увидел несколько черных яиц. Он остановился и задумался, что это может быть. Они были абсолютно не похожи на яйца его кур. Джон поднял одно из них, осмотрел и почувствовал, как сердце его забилось быстрее. Он никогда не видел подобных яиц. Сначала его мысль направилась к змее. Не исключено, что змеи откладывают яйца, и вряд ли курицы могли их снести. Однако сомнения быстро сменились любопытством. Он стоял и наблюдал за яйцами несколько минут, пытаясь понять, что именно могло их отложить. Внезапно его мысли начали вращаться вокруг возможного спасения. Если эти яйца действительно окажутся чем-то ценным, это могло бы стать тем самым шансом, которого он так долго ждал. Может быть, ему удастся начать новый бизнес, продать редкие яйца и помочь ферме выжить. После недолгого раздумья он решил не оставлять их на произвол судьбы. Он осторожно собрал все яйца, стараясь не повредить их, и перенес их в инкубатор, чтобы наблюдать за процессом. Пока он был занят инкубацией, его мысли не покидала идея, что эти яйца могут стать его билетом в светлое будущее. Тем временем ферма продолжала бороться за выживание. Долги росли, а урожай, который мог бы стать дополнительным источником дохода, был неудачным из-за засухи. Джон следил за яйцами с не меньшей внимательностью, чем за своими обычными делами на ферме. Он знал, что условия должны быть идеальными для того, чтобы что-то вылупилось. Каждый день он проверял температуру и влажность в инкубаторе. В своем воображении он рисовал картины того, что может произойти, если эти яйца вылупятся и окажутся чем-то необычным. Возможно, это будут совершенно уникальные птицы. Он начинал мечтать, как люди со всего региона приедут к нему, чтобы увидеть эту редкость и купить яйца по высокой цене. Но, несмотря на его надежды, время шло, и яйца не показывали признаков жизни. Дни стали растягиваться, а в сердце Джона закрались сомнения. Он переживал, что ошибся, приняв решение забрать их с поля. Возможно, это были не просто яйца, а что-то гораздо более опасное. Или же он ошибся с температурой, и из них ничего не вылупится. Он пытался найти в себе силы не сдаваться, но тревога становилась все сильнее. Прошли недели, и Джон стал плохо себя чувствовать. Стресс и бессонные ночи взяли свое, и фермер заболел. Он почувствовал, как его тело слабеет. Температура поднялась, и он был вынужден остаться в постели. Все дела, которые он так тщательно поддерживал на ферме, начали приходить в упадок. Сорняки разрослись, кормушки были пустыми, а курятники застоялись. Продукция яиц упала, и соседи начали замечать ухудшение состояния фермы. Вскоре начали поступать звонки от соседей, обеспокоенных состоянием Джона. Томас, старый друг Джона и его сосед, первым заметил, что с фермером что-то не так. Он уже несколько дней не видел Джона на ферме и решил проверить, не нуждается ли он в помощи. Подойдя к дому Джона, Томас увидел, что хозяйство выглядело запущенным. Он сразу понял, что произошло нечто серьезное. Он постучал в дверь и обнаружил, что Джон едва может выбраться из постели. Томас с тревогой принял решение действовать. Он сразу же взял на себя заботу о ферме. Томас ухаживал за животными, кормил их, чистил курятники и следил, чтобы все шло как по часам. Он обратился к другим соседям, чтобы те помогли.
Ферма, которой когда-то управлял Джон, теперь зависела от помощи соседей. Но Джон забывал рассказать о том, что в инкубаторе находятся те странные яйца. Однако несколько дней спустя Томас, заканчивая очередные работы на ферме, услышал странное попискивание. Он сразу побежал к инкубатору и обнаружил, что яйца начали трескаться. Сначала он думал, что это могли быть обычные цыплята, но когда он взглянул поближе, его удивлению не было предела. Яйца, которые Джон так бережно охранял, начали давать жизнь чему-то совершенно особенному. Томас поспешил рассказать другу, что яйца начали вылупляться. Его сердце колотилось от волнения. Когда Джон услышал эту новость, он был потрясен. Несмотря на свою слабость, он смог встать и вместе с Томасом подойти к инкубатору. Они увидели, как маленькие, совершенно черные цыплята начинают выходить из скорлупы. Эти птицы были необычны не только своей окраской, но и внешним видом. Они выглядели как существа из другого мира. Томас быстро занялся поиском информации в интернете и вскоре нашел ответ. Это были цыплята Аям-цимани. Он объяснил Джону, что это редкая и ценная порода кур, известная своей угольно-черной окраской, включая клюв, глаза и кости. Цыплята Аям-цимань. Это настоящая жемчужина для фермеров и коллекционеров, и их яйца могут стоить баснословные деньги. Джон не мог поверить своим глазам. Он, несомненно, нашел то, что могло спасти его ферму. Его надежды начали оправдываться, и радость переполняла его. Все, о чем он так долго мечтал, становилось реальностью. Когда Томас рассказал об этом соседям, вся округа пришла в восторг. Люди приезжали, чтобы увидеть редких птиц. Фермеры из окрестных районов начинали интересоваться, а возможные покупатели с нетерпением ждали, когда они смогут приобрести этих уникальных цыплят. Джон начал заботиться о цыплятах с еще большим усердием, создавая для них комфортные условия. Они росли быстрее и выносливее, чем другие курицы, и их перья сверкали зелеными и пурпурными отблесками при определенном свете. Джон был потрясен их здоровьем и силой. Он не мог понять, как эти птицы могут быть настолько выносливыми. Через некоторое время к Джону пришел мистер Харрис, богатый инвестор, который интересовался редкими породами животных. Услышав о цыплятах Джона, он решил посетить ферму и лично увидеть этих уникальных птиц. Он был очарован их внешностью и здоровьем, удивлялся их силе и выносливости. Мистер Харрис предложил Джону сотрудничество, инвестируя в развитие фермы и расширение производства. Взамен он хотел получить долю в будущем доходе от продажи этих редких птиц. Для Джона это было идеальное предложение. Он, наконец, получил шанс вывести свою ферму на новый уровень. После долгих размышлений он принял предложение Харриса, и его ферма начала процветать. Джон был благодарен за помощь друзей и за этот неожиданный шанс, который судьба подарила ему.